Гиганты, о которых почти никто не знает. После исчезновения динозавров Земля не опустела. На их место вышли другие титаны. Странные, величественные, почти забытые. Это история мира, где правили гиганты Кайнозоя. В разреженных лесах древней Центральной Азии тень закрывает поляну. Это Парацератерий, безрогий родственник носорогов и, вероятно, крупнейшее сухопутное млекопитающее всех времен. Высота в плечах до 5 метров, масса свыше 10 тонн. Он тянется к листве там, куда не достанет никто другой. Каждое движение неторопливо, экономно. В мире редких дождей и упорной засухи выигрывает тот, кто умеет дотянуться до самых высоких стволов. Его размер – броня против хищников и пропуск к лучшей пище. Но гигантство – это всегда долг. Гиганты всегда должны идти, искать и помнить, где зелень держится дольше всего. А здесь царит мегацеропс – тяжеловес с своеобразным костяным рогом. Это не оружие разрушения, это знак статуса. Самцы мерятся силой лоб в лоб, смещая соперника, а не пронзая его. Турнир, где выигрывает не ярость, а выносливость и стойкость. Победитель рядом с лучшими зарослями, а проигравший отходит. И так поколение за поколением. Но равнина меняется, климат холодает, леса редеют сильнее. Те, кто жил листьями и кустарником, скоро столкнутся с новым порядком. Арсеноэтерий. Тяжелый травоядный, близкий к древним слонам и доманам, но похожий на фантазию о носороге. Его мир – поймы и заболоченные берега, где вода приносит жизнь и опасность. Рога не для пронзания, а для толчков и демонстраций. Этого достаточно, чтобы отстоять путь к воде и отразить бросок крокодила. Здесь, на границе суши и реки, правит тот, кто может удержать место. На другом краю света – Дипротодон, крупнейший сумчатый в истории. Вомбат размером с автомобиль. Дальние переходы от луга к лугу, к пересыхающим водоемам. Медленные, но не слабые. Упрямые, но уязвимые перед переменой климата. Когда засухи становятся длиннее, каждая остановка несет риск. Великие тела требуют великих ландшафтов. Если ландшафт исчезает, за ним уходят и те, кто на нем держался. Гигантство – это стратегия дотянуться выше всех, стоять крепче всех, идти дольше всех. Но это и уязвимость. Зависимость от климата, от медленной смены поколений, от устойчивости экосистем. Мы живем на Земле, где этих титанов больше нет. Но урок их мира прост. Когда меняешь среду, меняешь судьбу самых больших. И иногда навсегда. Монстры океанов. Кто был страшнее мегалодона? Океан старше лесов и выше гор. И задолго до человека здесь правили охотники, достойные легенд. Плеозавры, мозазавры, дунклеостей, ихтиозавры. Кто из них страшнее мегалодона? И в каком смысле? Плеозавры – короткошеи касатки мезозоя. Плеозавр и кронозавр – около 12 метров в длину. Но и 12 метров выглядят очень внушительно. Не 25. Мифы оставим сериалам. Их атака проста и безжалостна. Рывок, хватка, встряхивание. Конусные зубы вонзаются в плавники и шею добычи. В юрских морях, где кишат рептилии и крупная рыба, победу приносит взрывная атака. Мозазавры – морские ящеры позднего мела. Мозазавр Хоффман и тилозавр. Примерно 15 метров в длину, отдельные оценки выше спорны. Они маневреннее плеозавров. Засадный удар сбоку или снизу, таран лбом
У тилозавра широко раскрывающаяся пасть, и крупные куски уходят внутрь. Это хищники открытого моря. Мастера паники своего времени. Дунклястей – апекс Девонских морей. Около 6 метров, но размер не все. Вместо зубов – костяные лезвия. Челюсть выстреливает и режет панцири и плоть, как нож мясника. Там, где еще нет морских рептилий, он судья и палач. Ихтиозавры. От дельфинообразных охотников до гигантов. Темнодонтозавр больше 10 метров. Быстрый преследователь кальмаров и рыбы. Шанизавр вырастает свыше 20 метров, но, вероятно, просто фильтрует планктон. Колосс без жестокости. Быстрота и выносливость – их оружие, а не костедробление. И, наконец, мегалодон. Акула-гигант миоцена-плеоцена, примерно от 14 до 18 метров. Его тактика – удар и ампутация. Зубы пилы, кровь и бегство жертвы. Он кошмар для молодых китов. Но мегалодон жил в другое время. Сравнивать, кто сильнее напрямую, все равно, что сводить на ринг боксера и фехтовальщика из разных веков. В меловом океане крупный мозазавр против крупного плеозавра. Дуэль стилей. Гибкость и широкая пасть против ударной хватки. Победа у того, кто навяжет первый точный контакт. Против акулы масштаба мегалодона в Пелегалии ставка на массу и удар акулы, а у ящера шанс в маневре и уклонении. Какое существо было самое страшное для своей эпохи? В юрском периоде плеозавры, в девонском дунклястей, в меловом периоде мозазавры и крупные плеозавры, в неогене мегалодон. Но вот киты оставались почти без соперников. Абсолютного чемпиона нет. Море менялось, и вместе с ним менялись правила страха. Где правили плеозавры, побеждала хватка. Где выходили мозазавры, побеждала гибкость и пасть. В Девоне медленно охотился дунклястей, а в неогене тени мегалодона падали на китов, как затмение. Океан помнит всех своих монстров. И самый страшный всегда тот, кто в своем времени ел самых больших. Доисторические ночные охотники. Ночь – древнее убежище и древняя арена. Когда солнце уходит с неба, лес становится лабиринтом запахов и шорохов. И те, кто умеет слушать темноту, выходят на охоту. В начале эры динозавров миром правят рептилии. Но под землей другой порядок. Это триноксодон. Небольшое зверообразное хищное существо, предок млекопитающих. Он живет в норе, прячась от дневной жары и от тех, кто крупнее. Ночью он выходит тихо. Обоняние — компас, усы — радар. Добыча — насекомые, ящерицы, мелкие амфибии. Здесь в темноте размеры не решают. Решает все слух и ожидание. Пока великаны дремлют, лесной маленький народ оживает. Рядом проскальзывает небольшой пернатый теропод. Хищник, который предпочитает сумерки и ночь. У таких охотников большие зрачки для света. Легкие пружинистые лапы, цепкие перья на хвосте для баланса. Они не дерутся с гигантами, они проскальзывают мимо них, выбирая тех, кого не заметил день. Сонных ящериц, птенцов, насекомых, мелких млекопитающих. В пустынных ночах другие правила. Здесь охотится быстрый легконогий хищник с исключительным слухом. Огромные зрачки впускают в глаз даже слабый свет. Один рывок и снова становится тише. В этом мире темнота — союзник, а не препятствие. Ранние хищные млекопитающие выходят из укрытий. Они невелики, но у них есть оружие, доведенное до тонкости. Вибрисы, острый нюх, сложные уши, различающие частоты, недоступные дневным великанам.
Некоторые роют как мастера. Узкие морды, крепкие передние конечности, когти, чтобы взломать гнездо насекомых или извлечь скрытую добычу из трещины. Они не яркие герои дневных сцен, но именно они склонили ночь в свою пользу. Под землей охота – это геометрия трещин и терпение. У этих пионеров Дарвина норы не просто дом, а тропа к еде. В полной тьме глаза уступают место коже, усам, слуху. Каждый толчок – как шаг по памяти. Здесь охотник и жертва часто встречаются лицом к лицу на расстоянии одного вдоха. Ночь дает свободу от конкурентов и жаркого дня, но она же делает мир меньше. Меньше запахов, меньше времени до рассвета, меньше права на ошибку. Чтобы охотиться в темноте, нужно видеть не глазами. Нужно слышать песок, чувствовать воздух, читать холодную дорожку следов. История ночи – это история малых побед. Там, где день принадлежал гигантам, ночь позволила вырасти другому мастерству. Это терпение, тишина и точность. И когда первая птица крикнет о рассвете, хозяева темноты уже будут дома, с добычей и с еще одним секретом, который дневной мир так и не узнает. Тишина падает на лес, как тяжелое одеяло. Хвоя, покрытая инеем, воздух звенит от холода, и небо, огромное, черное, вспыхивает зеленым швом полярного сияния. Между темными стволами движется тень за тенью. Стадо утконосых динозавров, гадрозавриды, сбитые в плотный живой овал. Их дыхание поднимается паром, дрожит и растворяется в ночи. Эта страна не пустыня, а зимний театр терпения. Север умеет растягивать время. Здесь ночь длится месяцами, и те, кто остаются, учатся жить медленно. На краю стада молодняк, прижатый к теплым туловищам взрослых. В центре устойчивое тепло, на периферии заслон плеч и хвостов. Один из гадрозавров сгибает шею и как бульдозер разгребает снег клювом, доставая жесткие хвощи. Зубная батарея шуршит сухим деревом, и эта музыка волокна – их зимняя песня. В темноте две янтарных искры. Они мигнут, пропадают и снова вспыхивают. Это глаза хищника. Низкая упругая тень скользит по кромке кустарника. Нанукзавр, северный тираннозавроид. Призрак сумерек. Он не спешит. Холод учит экономить каждое движение. Шаг почти не слышен. Дыхание короткое, хвост держит равновесие, как рулевая балка. Сперва выждать. Здесь выигрывает не скорость, а разборчивость. Лес дышит. Слабый треск льда на мелкой протоке. У промоины завис тонкий силуэт. Крупный троодонтит. Поверх перьев иней. Лапы аккуратно ощупывают кромку. Быстрый удар, серебряная вспышка рыбы в зубах и снова тишина. Он слушает воду. Ухо ловит узор звуков. Шорох льда, бульканье, далекий скрип дерева, карту ночи, по которой можно идти, не ставя меток. Под бревнами глубоко в полуквартире из корней и наносов прячутся детеныши. Пар от дыхания клубится плотной ватой, и в этой ватной тьме теплые шорохи. Стук коготков, сиплое посапывание. Взрослая особь отталкивает снег плечом, выкапывая корм. Она работает как тихая машина, снова и снова, пока мышцы ноют. Но в стае этот труд делится на всех. Они могли уйти в сторону мягких берегов, туда, где день длиннее. Но кто-то остался. Здесь выросли их малыши. Здесь, в этом лесу темноты, их кости хранят маленькие отпечатки времени. Ночь сгущается. Начинается метель. Снег идет слишком крупный, слишком плотный, и как будто звуки становятся ближе. Гадрозавры сгущают строй. Центр живого овала дымится теплом. На периферии слышно, как одно тело прикрывает другое.
Мы видим эти касания, экономные, уверенные, как ладонь на плече друга. Там же, в белой муке, нанукзавр все-таки делает выбор. Тень отделяется от кустов и растворяется между сугробами. В вихре снежной пыли молодая особь отстает на полкорпуса. Хищник срезает угол, в 2 прыжка оказывается сбоку, и стадо разворачивается. Не в панике, а внятно и резко. Хвосты встают щитом, плечи подставлены, массивные тела отклоняются к хищнику. Снежные струи срываются с их боков. В центре снова детеныши. Сближение длится секунды, как стук двери, но сила здесь не в клыках, сила в круге. Тишина возвращается так же внезапно, как уходила. Буря успокаивается, лес не оживает. Он держится на паузе, вслушиваясь. Жизнь на севере не шумит, она экономит голоса, но в этой экономии планомерность. Шаг за шагом, ночь за ночью, день за днем. Дромеозавриды переходят ручей по корягам, как канатоходцы. Когти цепляются за влажную кору. Перья прилипают к инею, который трескается при каждом движении. Пахиринозавр упирается грудью в молодой ствол, сдирает клювом кору. Его шрам на щите – старая история, зашитая зимой. В лед вмерзли листья. Расщепленная палка блестит, как кость. У промоины снова тот самый тродонтит. Наклон головы, короткий рывок, терпеливая улыбка ночного мастера. Они не были млекопитающими, они были особыми. С перьями там, где нужен подпух. С массивными телами, где важна тепловая инерция. С повадками, наточенными о длинную тьму. На черном льду реки лежит тонкий туман. Лес, как нотная строка, где каждая ель – знак паузы. На этой строке мерцают маленькие огни, отражения северного сияния. И среди этих огней движется орнамент следов. Широкие, как лопасти, отпечатки гадрозавров. Север не про героизм. Север про распорядок. Про умение оберегать тепло, вкладывание сил в то, что вернется, и ждать долго без суеты. Здесь не побеждают, а выстаивают. И те, кому это удается, встречают первый свет не как чудо, а как заслуженную зарплату за месяцы тишины. На горизонте едва заметно рождается серо-розовая полоска. Стадо двигается к свету, не ускоряясь. Как будто знает, что день теперь с ними, и он никуда не уйдет. Мы следуем за ними еще несколько шагов, задерживаем взгляд на спинах, на инее, который тает тонкими струйками, и растворяемся в небе, где зеленый шов сияния медленно гаснет. В стране длинной ночи выживают не самые сильные, а самые терпеливые. Понравилось видео? Ставьте палец вверх и оставляйте комментарии. Подписывайтесь и не забывайте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые и интересные видео от канала «Реальное нереальное».